Здравствуйте, дорогие друзья! У моего сына был день рождения, и я решила сделать забытый торт Чак-Чак. Давно мы его не делали, и вот я решила его приготовить и также поделиться с вами этим рецептом. Делается он совсем несложно, из самых простых продуктов, а получается очень вкусным. Для этого десерта нам понадобятся следующие продукты: 3 яйца, 250-300 грамм муки, пол чайной ложки соды пищевой и щепотка соли. Это все, что нам нужно для теста. А для сиропа нам понадобится 150 грамм меда и 130 грамм сахара. Также еще нужно будет 2 столовые ложки воды, это примерно 20 грамм, и 1 чайная ложечка лимонного сока. А также еще нужно будет примерно пол-литра растительного масла для жарки теста. В зависимости от размера вашей посуды масла должно быть много. Начинаем готовить тесто. В миске смешиваем яйца, соль, соду и все перемешиваем венчиком. Просто нужно хорошо смешать, взбивать нам здесь ничего не нужно. И затем частями добавляем муку просеянную. Я здесь просеиваю прям сразу в миску, можно заранее просеять. И замешиваем тесто. Выкладываем тесто на рабочую поверхность, вымешиваем хорошо. Тесто нужно оставить минут на 15 отдохнуть, накрыв миску полотенцем. У меня прошло 15 минут, тесто стало уже более мягкое, податливое. Его нужно раскатать в тонкий пласт. Рабочую поверхность нужно присыпать мукой, чтобы тесто не прилипало. Тесто нарезаем полоски, на такие полоски примерно 4-5 сантиметров. Кладем одну на другую и затем не забываем постоянно припылять тесто мукой, чтобы оно не слиплось у нас. И затем нарезаем в виде тонкой лапши. Вот такое тесто у нас получается. Не делайте полоски слишком толстые и крупные, иначе после того, как вы их опустите в масло, они станут еще больше. Масло у нас уже нагрелось. Для пробы можете бросить один кусочек теста. Тесто я разделила на 3 части, и так по горсточке обжариваем наше тесто в горячем масле. Буквально несколько минут до золотистого цвета. Постоянно немножко помешивая, для того, чтобы тесто обжаривалось со всех сторон. Обжариваем тесто на высокой температуре, при высокой температуре. Как я уже сказала, жарятся они очень-очень быстро. После того, как наше тесто стало золотистого цвета со всех сторон, можно достать и опускаем новую, следующую порцию. Вот такие палочки у нас получились. Они очень хрустящие. Пока наши палочки остывают, приготовим сироп. Для сиропа нам нужно смешать сахар, воду, мед и лимонный сок. И все это довести до слабого кипения. Долго кипятить ничего не нужно. Как только закипела наша смесь, на среднем огне, постоянно помешивая, доводим до такого тягучего состояния. Температура должна быть примерно 115 градусов. Вот, как только наш сироп закипел, мы снимаем его с огня, перемешиваем еще пару секунд и сразу же горячим выливаем в наши обжаренные палочки. На этом этапе можно добавить сюда же рубленые грецкие орехи, изюм, кунжут, все, что вы любите. И всю эту массу нужно очень хорошо перемешать. Хорошо перемешиваем, чтобы наш сироп пропитал все палочки.
и выкладываем в форму. Я сегодня решила взять форму для торта. Можно также выкладывать просто горкой. Раньше дома мы делали всегда, мы выкладывали просто в пакет, так же, как мы готовим колбасный торт, например. Скручивали в виде колбаски, и потом это очень удобно резать. Получаются такие аккуратные кусочки. Руки нужно немножко смочить в воде, чтобы палочки не прилипали к рукам. Вот и все, наш чак-чак готов. Убираем его в холодильник на 1-2 часа. Нарезается он очень легко на такие аккуратные кусочки. Получается хрустящий, в меру сладкий и очень-очень вкусный. Готовьте с удовольствием. А я благодарю вас за просмотр. До встречи в следующем видео. Пока-пока.